Как узнать, есть ли у вас инсулинорезистентность и насколько опасно это состояние? В этом видео мы рассмотрим методы, с помощью которых можно оценить степень резистентности и как отслеживать ее с течением времени. А также выясним, как можно снизить уже имеющуюся инсулинорезистентность без использования лекарственных средств. Меня зовут Влад, вы на моем канале Питание Про, и так погнали. Для начала нам надо прояснить, зачем вообще кому-то знать, устойчив ли он к инсулину или нет. Объясню кратко, что это такое. Инсулинорезистентность – это тот синдром, который возникает в тот момент, когда ткани, изначально чувствительные к нему, перестают на него реагировать, что приводит к хронически высокому уровню инсулина. В ответ на это происходит подъем уровня сахара в крови, и мышцы, которые должны утилизировать глюкозу, перестают это делать. Люди с инсулинорезистентностью подвергаются более высокому риску диабета второго типа и множества других заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Вы можете быть резистентными к инсулину и даже не догадываться об этом в течение многих лет, прежде чем наступит преддиабет, в конце концов и сам диабет. Поэтому, если вы сможете предусмотреть все заранее и внести полезные изменения в ваш образ жизни, а не ждать, пока накопится ущерб, то вы сможете избежать множества отрицательных последствий для вашего здоровья. Золотой стандарт измерения инсулинорезистентности – это сложный лабораторный метод под названием эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест или ЭГК, представляющий из себя внутривенное введение инсулина и глюкозы в течение определенного времени. Но вряд ли кто-то сможет позволить себе это, так как это очень рискованно и затратно, и его в основном проводят во время научных исследований. Поэтому я расскажу о других, менее точных, но более доступных и простых методах. Самый легкий, бесплатный и, соответственно, наименее точный способ – это измерить окружность вашей талии примерно на уровне пупка. И хотелось бы, чтобы она была менее 100 см в обхвате, и чем меньше, тем лучше. А у женщин и подавно, наверное, даже меньше 90 см. Само собой, это скорее приблизительный показатель, но он не требует затрат времени и денег. Теперь поговорим уже о более точных методах лабораторных. Первый метод называется индекс HOMA-IR. Вы, возможно, слышали о нем. Это самый распространенный анализ на инсулинорезистентность, который определяется по модели гомеостаза. Можно сдать непосредственно одноименный анализ, или же вы можете взять всего лишь два показателя, а именно инсулин и глюкозу, которые вы сдаете натощак. Есть калькуляторы, которые по специальной формуле вычисляют необходимое значение. Или же за вас это могут сделать в лаборатории. Не существует конкретного показателя HOMA-IR, который точно скажет, что человек чувствителен или устойчив к инсулину. Но чаще всего значение выше 2,5-3 уже указывает на инсулинорезистентность. И чем выше это значение, тем более устойчивым к инсулину вы являетесь. В идеале значение должно быть ниже 2. Слабая сторона данного теста в том, что в нем происходят измерения натощак, что указывает на резистентность к инсулину в печени. Поэтому у вас могут быть нормальные показатели натощак, но при этом вы будете иметь некую резистентность к инсулину в других тканях, например, в мышцах, которая отражается только после еды. И следующий метод позволяет измерить это, но он более длительный. Есть так называемый индекс Мацуда, который использует измерения, проводимые после еды. Он вычисляется на основе орального глюкозотолерантного теста или ОГТТ, который в основном проводят беременным женщинам для выявления скрытого диабета. Для этого теста вам необходимо выпить сахарный раствор определенной концентрации, который имитирует прием пищи, и в течение некоторого времени несколько раз давать показатели инсулина и глюкозы. Это более хлопотный, но более показательный метод оценки. И третий метод, который мы рассмотрим, тоже довольно простой, как и первый, потому что он также использует показатели, которые очень распространены. Но в то же время это наименее известный способ, возможно, вы о нем даже никогда и не слышали. Он называется индекс триглицерида и глюкоза, или TYG, и использует значение глюкозы и триглицеридов натощак. Здесь аналогично есть простая формула и калькуляторы для вычисления этого значения. Итак, мы рассмотрели способы определения инсулинорезистентности, теперь поговорим о возможных методах ее снижения. Но перед этим попрошу подписаться на канал, если еще не подписаны. Также напоминаю, что если вы слишком заняты и вам не хватает времени самостоятельно разобраться со своим питанием, пищевыми привычками, но вы слишком сильно хотите увидеть результат в зеркале или же увеличить вашу продуктивность в течение дня,
то я, как опытный тренер по питанию, могу сопроводить вас к намеченной цели. Ссылка на форму с анкетой находится в описании к видео. Заполняйте и получите индивидуальное решение вашего вопроса. Итак, чтобы понять, как мы можем повлиять на уже имеющиеся проблемы со здоровьем, обратимся к недавнему исследованию, использовавшему изменение образа жизни у людей с ожирением и преддиабетом. Добровольцы сидели на диете с определенным ограничением калорий в течение 5 месяцев, что в итоге привело к потере 10% от первоначальной массы тела. То есть это адекватное снижение, без вреда для здоровья и минимальной потери мышечной массы. Причем половина участников дополнительно занималась физическими упражнениями 6 раз в неделю, из которых один день приходился на силовые тренировки, один день на высокоинтенсивные и 4 дня были обычные кардиотренировки. Это, безусловно, минус данного подхода, но даже он очень положительно повлиял на результаты. У обоих групп было измерено несколько важных показателей, о которых мы говорили ранее в начале испытания и по окончанию. Их резистентность к инсулину снизилась, как и обычно бывает при потере веса, и другие показатели, такие как глюкоза натощак, инсулин, гликированный гемоглобин и триглицериды, также улучшились. Все это ожидаемо, учитывая потерю веса. Интересный момент, что многие боятся углеводов как огня, особенно на диетах для снижения веса и при различных заболеваниях. Но все эти положительные изменения произошли при питании с 70% углеводов. Разумеется, в большинстве своем это были сложные углеводы, много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Теперь подробнее о результатах. Группа, которая сидела только на диете, стала более чувствительна к инсулину на 48%, а группа с упражнениями на 110%, то есть более чем вдвое. Согласитесь, очень впечатляющий результат, учитывая то, что потеря веса была всего лишь 10%. Эти результаты относятся к общей чувствительности к инсулину, но если мы взглянем на чувствительность в печени, то там еще более поразительные результаты. У группы с диетой было улучшение на 88%, а у группы с тренировками на 160%. Уровень инсулина в крови, который склонен коррелировать с резистентностью, также улучшился в обеих группах, но в большей степени в группе с упражнениями. Другие показатели, такие как уровень глюкозы, гликированного гемоглобина и триглицеридов, также улучшились в обеих группах примерно одинаково. То есть отсюда можно сделать вывод, что не обязательно сидеть на различных кето-диетах и безуглеводках. Достаточно просто соблюдать дефицит калорий и снижать жировую массу тела. Остается один вопрос. Как же упражнения практически в 2 раза увеличивают чувствительность к инсулину по сравнению с обычной диетой, если потеря в весе между группами была примерно одинаковой? Учитывая, что изменения в составе тела были равными между группами, то есть одна силовая тренировка в неделю практически никак не повлияла на изменение мышечной массы, значит, дело в тренировках в целом. Но берем на заметку, что тренироваться с отягощениями почаще было бы неплохо с точки зрения сохранения мышц. Касаемо чувствительности к инсулину, исследователи обнаружили различия в активности генов, связанных с митохондриями и ростом кровеносных сосудов в мышечной ткани. Таким образом, эти гены были более активными в мышцах людей в группе с упражнениями. И, видимо, это и есть ответ на наш вопрос, хотя это непосредственно не изучалось, так как предмет исследования был совсем другой. Но можем сделать мини-вывод, что любая физическая активность не помешает снижению инсулинорезистентности. Слабой стороной данного исследования было небольшое количество участников и не очень корректное разделение на группы и использование разных тренировочных средств. Было бы неплохо увидеть то же самое на большем числе добровольцев и с более лучшей рандомизацией. Но несмотря на это, мы имеем неплохую пищу для размышлений. И если даже нет стопроцентной уверенности в том, что конкретно вы сможете получить подобные результаты, то как минимум попробовать снизить инсулинорезистентность за счет снижения жировой массы определенно стоит. А будет ли это только за счет диеты или же диеты и тренировок, это уже не так важно. Главное то, что без грамотно выстроенного плана питания вы вряд ли сможете повлиять на потерю веса только за счет физических упражнений. Все должно быть в меру, но питание всегда должно быть на первом месте. Если видео понравилось, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Пока!